Илья с детства не любил смотреть в окно. А что там может быть хорошего? Одна и та же картинка, которая никогда не менялась. В деревне не меняется не только картинка за окном. Тут вообще ничего не меняется. Хоть в окно смотри, хоть на улицу выходи. Но вот как раз на улицу Илья выйти и не мог. Он был прикован к инвалидному креслу. В детстве с ним случился несчастный случай. У соседей была слишком шустрая корова Мила. Хозяйка никак не могла с ней справиться. Корова не хотела заходить домой и постоянно норовила сбежать. Мама Ильи вышла посидеть на лавочке, поболтать со соседками. Мальчика взяла с собой, но Илье было скучно. Он отошел и сел играть на тропинке неподалеку. «Мила сбежала!» — раздался голос соседки. В это время из сарая выбежала корова, повернула направо и пронеслась по тропинке. Корова даже не споткнулась. Соседки и мать Ильи только успели закричать. Дальше Илья ничего не помнит. Помнит только районную больницу, а потом вот эту странную жизнь в кресле. Папы у Ильи не было, и вообще, кроме мамы, никого не было. Поэтому никто не смог переделать крыльцо и узкую дверь, чтобы он мог выехать на улицу. С тех пор Илья сидел дома. Учительница приходила к нему домой, смотрела жалостным взглядом, гладила по голове. Немного занималась и уходила. С тех самых пор Илья почти не подъезжал к окну. Книги и телевизор заменили ему весь окружающий мир. Корову Милу в том же году, когда она растоптала Илью, сбил на дороге грузовик. Так что мальчик считал отомщенным за себя. Вот только легче ему не стало. Как-то в разговоре мамы с соседкой он слышал, что его отцом был заезжий шофер-дальнобойщик. Илья не знал еще тогда, что такое заезжий, но он почему-то четко представлял себе, как ту злополучную корову сбил именно его папа. Самое главное, чего Илье не хватало, это, конечно, не дальних стран и путешествий. С этим он справлялся при помощи книг и воображения. Ему не хватало отца, с которым можно посидеть и обо всем выговориться. Однажды, когда ему было уже лет 10, Илья сообразил, что если его кресло не пролезает в дверь, его можно сложить. Мальчик ловко справлялся, перелезая самостоятельно с кресла на кровать. Поэтому он продвинул к входной двери стул, пересел на него, сложил кресло и переставил за входную дверь через порог. Далее он спустился на пол и выбрался за дверь, практически в первый раз с тех пор, как его привезли из больницы. Он легко справился с двумя ступенями на крыльце, разложил кресло и забрался на него. И почему ему не пришло в голову проделать все это раньше? У Ильи даже голова закружилась. То ли от яркого солнца, то ли от свежего воздуха, то ли от всего вместе взятого. Он и представить себе не мог, что небо может быть такое голубое, облака такие белые, а листья настолько зеленые. Парень вертел головой, слушая пение птиц, впитывая все, что он видит. Оказывается, и в деревне может быть довольно интересно и разнообразно. Вон котенок пробежал, а вот кошка залезла на забор с мышью в зубах. Илья не заметил, как оказался за воротами. Он все ехал и ехал, даже не обращая внимания на то, что он сидит в кресле. Ему казалось, что он бежит со всех ног, как в раннем детстве, которое он старался даже не вспоминать. Илья не заметил, как оказался на проезжей части. Он развернулся и поехал по обочине. Впереди была заправочная станция. Довольно много машин поворачивали туда. Илья не обращал на них внимания. Он был просто счастлив. Эмоции захлестнули его с головой. После станции дорога уходила вниз, как бы с пригорка. Колеса уже давно не надо было крутить. Его импровизированное транспортное средство само неслось с горки. Когда Илья спохватился, то было уже поздно. Он со всей скоростью летел на оживленную трассу, а проезжающие машины сигналили. Руками. Колеса было уже не остановить. Вдруг кто-то неожиданно схватил Илью за шиворот и буквально в последний момент выдернул его из коляски.
Он упал на дорогу. Кресло вылетело на трассу, ударилось о разделительный забор и разлетелось. Илья в шоке разглядывал ободранные коленки. Ему не было больно, он их не чувствовал. Рядом стояла большая белая кошка. Она потерлась о его руку и села рядом. Позже подбежал мужчина, стал отряхивать мальчика и попытался поднять. «Я не могу ходить!» — крикнул Илья. Кошка громко мяукнула. Мужчина похвалил кошку, извинился перед парнем за свою неловкость и снова похвалил кошку. Ее звали Снежка, это была его кошка. Мужчина поднял мальчика на руки и отнес к машине. Он стал расспрашивать Илью, где его родители и откуда он взялся. Тут, на дороге. Мальчик рассказал свою историю и о том, что сегодня впервые выбрался из дома. Илье очень понравилась кошка. Он постоянно гладил ее и восхищенно смотрел в глаза. Фактически, Снежка была его спасительницей. Вот бы у него была такая же кошка. Мужчина представился. Кирилл. Вот совпадение, это было имя его любимого героя из книги. Вот только с коляской проблема. Как же он теперь вернется домой? Что скажет мама? У нее наверняка нет денег на новую коляску. Мальчик стал тихо плакать. Кирилл предложил отвезти его домой. Вот только ему надо было добраться до одного места, разгрузить товар. Взрослый Кирилл предложил мальчику посидеть на заправке или прокатиться с ним, если он никуда не торопится. Илья согласился. Он ехал на высоком сиденье огромной машины. Сзади на спальном месте лежала Снежка и дышала ему в ухо. Иногда она терлась о его щеку и мурлыкала. Мальчик попросил открыть окно, ветер обдувал его лицо и волосы. Вот это приключение! Они довольно быстро добрались до места. Снежка снова пошла гулять. Кирилл рассказал Илье, что после армии стал дальнобойщиком. А чтобы не было скучно, завел кошку. Правда, он не думал, что она вырастет такой крупной. Но зато самая умная на свете. Второй раз в жизни Илья услышал это волшебное слово. Дальнобойщик. Его папа был дальнобойщик. Эх, если бы Кирилл оказался его папой. Больше всего на свете Илья хотел, чтобы дядя Кирилл был его папой, а Снежка — его кошкой. Он даже забыл, что не может ходить, ведь инвалидного кресла рядом не было. Илья подтянулся и вдруг почувствовал, как левая нога дернулась. Он пытался пошевелить ногами, но пока не получалось. Вернулся Кирилл, принес по чебуреку и попросил показать дорогу домой. Илья ехал в машине и снова наслаждался скоростью, ветром и кошкой. После еды он признался, что мечтает о такой же кошке. Когда они подъехали к дому, уже смеркалось. Навстречу выбежала заплаканная мама. Она не знала, обнимать или ругать. Кирилл вынес Илью из машины и понес в дом. Мама пригласила гостя к столу. Пока грелся чайник, она обрабатывала сыну ободранные коленки. Мальчик шепнул ей: «Может, это мой папа? Он ведь тоже дальнобойщик». Кирилл услышал и рассмеялся. Мама спросила, где же кресло. Илья рассказал. Мама снова заплакала. Кириллу пора было уезжать, и Снежка уже сидела у двери. Он уехал. А Илье было тяжело. Кресла не было. Мама не могла сразу купить новое. Мальчик каждый день пытался шевелить ногами. И однажды, получилось. Сначала пальцы, потом стопы, потом он встал. Первые шаги были трудными, но они были. Через пару месяцев Илья ходил. И вдруг во двор въехала белая машина и посигналила. Снежка первой забежала в дом. А за ней Кирилл. Он вручил Илье белоснежного пушистого котенка. «Ты отлично справляешься, парень. Держи подарок». «Спасибо», — сказал Илья и заплакал. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!